Дамы и господа, рад приветствовать вас на своем канале. У меня возникла такая небольшая мысль. А давайте поговорим обо всем и ни о чем. Как говорится, на канале последнее время вышли несколько видяшек про китайский лодочный мотор Ханкай 9.8. И в комментариях люди пишут очень много. Соответственно, в комментариях я ответить всем и вся в полном развернутом варианте не могу. Так вот, у меня возникла мысль, что на комменты я буду отвечать в таком варианте, как говорится, в форме видео. Насколько это будет эффективно и хорошо, зайдет ли это на канале, посмотрим. Вот. Как говорится, разговоры ни о чем по пути на работу. Буду делать записи, а суммировать их и выкладывать на канал раз в неделю. Посмотрим, что из этого получится. Так вот, один из комментариев меня, конечно, сильно возмутил. Может быть, возмутил, а может и нет. Дело в том, что человек написал, что нафиг это все китайское барахло. Как бы там ни было, 100% барахло. Да я лучше буду кататься на ветерке. Я не спорю, ветерок хороший мотор. Он у меня был, я знаю его прекрасно. Я его довел до идеала, но в нем очень много недостатков. И самое интересное, это технология далеко ушедшего прошлого века. Никаких переработок, никаких улучшений. Все это древность. При условии, что да, у меня был мотор 88 года выпуска, то есть, как говорится, не мой ровесник, но почти к этому. А по технологиям он, наверное, даже старше меня. Ничего не меняется, ничего не делается. Огромное наличие везде люфтов. Вечная проблема с настройкой холостого хода. Потому что, как говорится, либо этот мотор доводить до ума, перелопачивать его полностью. Абсолютно полностью. Но это тоже будет вложения, которые являются, наверное, нецелесообразными. Я не вижу в этом большой необходимости, чтобы сделать мотор, толковый мотор, из ветерка. Я не знаю. Это, во-первых, сколько надо трудов, сколько времени. Я говорю, одна из проблем – холостой ход. Другая проблема – слишком громкий звук выхлопа. Троллить на этом моторе невозможно. Он сам по себе пугает рыбу. То есть, либо ты берешь воблер, и у тебя отпуск не как положено в обычной ситуации при троллинге 30-40 метров от лодки, а отпуск приходится делать, до 100 метров. Как говорится, изворачиваться, измываться со всевозможными воблерами, пытаться как-то это все настроить, одно к другому состыковать, чтобы хоть поймать троллингом рыбу. Ой, извините, камера не закреплена, надо придумать крепеж для машины. Камера скользит. Так вот, в продолжение всех этих разговоров. Кошмар! Камера опять уехала. Вот. Мучиться с этим ветерком ничего хорошего. У нас такие производственные мощности, такие инженера. Хорошо, я согласен. Ветерок хороший мотор на свое время. Когда он был разработан в 60-е годы. Это было круто. Потому что смотреть на моторы, как говорится, всех японских, американских брендов, китайцев тогда не было. Но, как говорится,
японцы и китайцы, сейчас и китайцы уже, шагнули далеко вперед, сильно далеко вперед. А ветерок как разработали в 67-м году, что ли. Выпуск наладили в 70-х годах. И все, это, русский менталитет. Зачем менять конструкцию? Зачем что-то улучшать? Есть же! Оно уже сделано. А потом вообще в 90-х годах, ближе к 2000-м, вообще похерили. А современный ветерок АЗП, который... Так, ребята, это тот же Китай. На ноге ветерка в 8-ке. Отсутствие задней передачи. Да, редуктор в принципе на ветерке неубиваемый. Так опять же, на китайцах точно так же. Следите за сальниками, не допускайте попадания воды в редуктор. Что, это сложно? Я считаю, нет. Или люди считают, что это... Раз ты отдал там, грубо говоря, ветерок сейчас можно купить в пределах, Как вот я свой продал в максимальной комплектации, с 2 винтами совсем, то есть в полном комплекте, в заводском фарше, в идеальном состоянии. 28 тысяч рублей. То есть, это прошло, вот, грубо говоря, месяц назад я продал свой ветерок. Люди готовятся к сезону. Кому-то, да, это зайдет. Как прогулочный мотор. Но не как мотор для рыбалки. Покататься на нем можно. И он будет работать еще не 1 десяток лет. Потому что, говорю, у меня ветерок был просто в идеальном состоянии. Ветерок 8М. Но по своим характеристикам, по мощностным, 8-ка ветерок. Аналог китайца 6-сильного. По скоростным характеристикам на одной и той же лодке. При одной и той же развесовке. Одна и та же скорость, одна и та же, как говорится, ходовые характеристики. Только ветерок 8 сил, а китаец 6. И китаец жрет, грубо говоря, на максимальных оборотах 2,5 литра, 3 литра в час. Это 6-сильный мотор. А ветерок жрет все 6. Выбор, ребята, за вами. Не знаю, хочется вам. Да ради бога, пожалуйста. Вы считаете, что ветерок можно починить на коленке? И китайский мотор не сложнее ветерка. Он также чинится на коленке. Как говорится, того зипа, который существует, который идет, велосипедный набор вместе с мотором, его достаточно в полном объеме, чтобы починить мотор на коленке. В большинстве случаев проблем с тем, что там что-то отвалилось или сломалось, ребята, это же ваше, вы забыли помазать или еще что-то. Любая техника требует своевременного обслуживания и ухода. Тогда она ломаться не будет. Говорю, по качеству изготовленных деталей. Да, вот Ханкай 9.8 самый говняный китайский мотор. Почему-то так его обзывают. А с другой стороны посмотришь, Ханкай, завод Ханкай, там он правильно не сам Ханкай, это бренд Ханкай лодочных моторов. Вот, в Китае является заводом обеспечения катастроф. Назначен правительством Китая. То есть в случае всевозможных экзекуций вся продукция завода пойдет на внутренний рынок. Не дай бог затопление, потоп какой-то. И все моторы пойдут на обеспечение ликвидации этих катастроф. Это заявлено, производителем, вернее, не производителем, а китайским правительством. Чем он плох? Металл, не знаю, по металлу нареканий нет. По качеству изготовления, по качеству фрезеровки и всего прочего
нет претензий. Потому что я поразбирал, посмотрел, все собрано добротно и качественно. Может быть, изначально, когда был период становления, опять же, я не перестану говорить о том, что китайцы выпускают 3 категории качества. Для себя, для тебя, да и пошел ты. И проблема-то не в том, что китайцы делают плохо, а проблема в том, что русский Ваня, который имеет право закупа, который вкладывает свои деньги, не берет даже качество для тебя, а берет тупо нафиг. Да пошел ты! Соответственно, мы получаем низкокачественный товар. У меня есть один товарищ. Я не голословен в этом отношении, в отношении китайцев. Мой товарищ занимается дорожной техникой. То есть имеет парк дорожной техники, которая предоставляет, сдает в аренду. И когда он поехал в Китай с началом всех известных инсинуаций, когда перекрыли все границы, перекрыли все поступление техники, Россия не выпускает технику. У нас нет. Как говорится, у нас в Челябинске большой завод Колющенко не работает, не выпускает грейдера. Раньше это были самые шикарные грейдера. Сейчас Колющенко неизвестно чем занимается. Концерн группы ГАЗ, не пойми что, развалили производство, нет грейдеров, нет выпуска дорожной техники. И что делает Саша? Как говорится, другие каналы все закрыты. Остается только Китай. Едет в Китай. Я не помню название завода конкретно, но это и не столь важно. Это имеет отношение абсолютно ко всем. Приезжает на завод, говорит: ребята, я хочу у вас купить технику. А ему говорят: тебе для чего? Прям китайцы откровенно. У нас есть, говорит, 3 варианта. Это вот взял 1,5 миллиона рублей. А сразу переводим в рубли, чтобы было более понятно. Не стоит рассчитывать там в юанях или в долларах. 1,5 миллиона рублей. Это продал без гарантии и забыл. 3,5 миллиона рублей. Это будет работать, но недолго. Можно дать гарантию год. По факту техника отработает года 3 и в утиль. То есть, в принципе, можно ремонтировать и прочее. А первый вариант, который дешевый, его даже ремонтировать нельзя. Потому что там полное несоответствие материалов, металлов и всего прочего. Сделано из дерьма. Как говорят, сделано из говна. И есть хороший вариант, который стоит 7 миллионов. Вот это будет работать долго и счастливо, и вас никогда не подведет. Да, со временем, естественно, ресурс техника имеет, любая техника имеет ресурс. При должном обслуживании и прочих нюансах она будет работать, если вы будете ее обслуживать и смотреть. Так вот, это вопрос не к китайцам, а вопрос к русскому Ване, который покупает само дерьмо и продает нам. В Китае оно стоит 3 копейки. Так почему нам их за 3 копейки же не продают? Почему нам пытаются навялить, нарисовать ценники неадекватные? Потому что у нас, наверное, кто-то чересчур наглые, или по категории «мы русские друг друга никогда не обманываем». Вот когда прекратится русский обман, тогда мы перестанем хаять китайскую технику. Все зависит от того, кто оплатил эту партию китайского товара.
Потому что я говорю, вот категория, я все-таки придерживаюсь. Мое мнение личное, я никому его не навязываю, но мое личное мнение я хочу высказать, что китайскую технику надо брать брендованную, у которой существуют собственные заводы. Они такие, как Байкал, Микацу. Да, Байкал, кстати, нафиг, они открыли свое производство в Китае. Русская компания. Раньше был Байкал Ханкай, теперь аж отделился отдельно Байкал. Типа мы построили собственный завод, но показывая, даже нам показывая, люди обманывают ввиду того, что не говорят всю правду, что у них тупо отверточная сборка. У них линия сборки есть, нет ни одного фрезерного станка, нет ничего, они даже это не показали. То есть производственная линия по отливке тех же блоков, тех же Дейдвудов, нет ничего. Нет ни фрезерных станков, нет ничего. Просто показали отверточную сборку. У нас конвейер. Не знаю. Верится с трудом, что это, грубо говоря, не тот же Ханкай под маркой Байкал. Микацу. Та же самая история. Хотя нам утверждают, это корейский бренд и все прочее. На каком заводе собирается? Че это все покрыто тайной? Нет никакой информации. Я считаю, есть завод Парсун, есть завод Колон Глория, который выпускают Альфу. Это их бренд. Там еще несколько заводов в Китае, которые выпускают по собственными брендами. А всякие Таяма с завода Парсун и прочее, это как раз идет категория заказа русскими людьми бренда. То есть и все зависит от той стоимости, которую они вкладывают в заказ. Китайцы сделают все, что угодно. Хоть из говна вам нарисуют. Для России все пройдет. Это не внутренний рынок Китая. Никто расстреливать китайцев не будет. За то, что они выпускают брак заведомо. Но при какой заложенной стоимости и какая продажная. Я говорю, меня вот всегда, да, ребята, берите Таяму, супер. А в чем прикол? Один и тот же мотор, Парсун и Таяма. Парсун стоит дешевле, чем стоит Таяма. Так один и тот же мотор с одного и того же завода. Они, по крайней мере, не скрывают это. Но смысл платить больше? Может, у богатых свои причуды. Как говорится, кому-то деньги ляжку жгут. Так, ребята, как мне тут тоже написали, вот вы нифига не знаете. В Японии двухтактные двигателя на внутреннем рынке не производятся. Они запрещены к эксплуатации на внутренних водах Японии. И все японские бренды, Япония выпускает четырехтактники. Ямаха, Тахатсу, Сузуки. Четырехтактники, да, чисто коренные японцы. А двухтактники это также производится Малайзия. Причем Малайзия это Тайвань, Малайзия. То есть не территория Японии. Так, кричать, что ура, я купил японца. Да вы посмотрите ремонтников, кто занимается ремонтами моторов. Тахатсу, малообъемники, в ремонте находятся и с теми же проблемами, что и китайцы. Ничем не отличается там супер-пупер качество двухтактных двигателей, так называемых брендованных, особенно Тахатсу.
Ямаха, да, их меньше нареканий. Видать, все-таки производство в Малайзии более качественное, чем производство на Тайване. Не знаю. Я высказал свое мнение. Можете, как говорится, закидать меня какашками. Давайте посмотрим, поспорим. Это так, вкратце мысли. Минут на 10 по дороге на работу. Еще возникнут мысли, еще накидаете, как говорится, говнеца в комменты. Спасибо будет. Поговорим еще. Видео продолжу. Ну вот, друзья, продолжим наш разговор. Как говорится, в комментах накидали целую кучу историй. Хороших, нехороших. Но это, честно говоря, есть люди, которые топят за бренды в лодочных моторах. Ну что ж, ребята, позволяют вам деньги. Ради, как говорится, у каждого по-своему. Вот у меня работа такая, что у меня всего 6 выходных дней в месяц. Больше у меня не получается. И все 6 дней я не могу потратить на рыбалку. Соответственно, для выхода на воду. И те, грубо говоря, 3, ну максимум 4 выхода в месяц тратить бешеные бабки. По-другому я это не назову. Сейчас, в нынешней ситуации, брендовый мотор, неважно какой, по отношению к китайцу X3, даже не X2, а X3, пожалуйста, у вас есть эти средства, вы можете их себе позволить потратить. Да ради бога, это дело ваше. И говорить, что китайские моторы это говно полное, я тут не соглашусь. Как говорится, я подержал в руках и отечественный мотор, и периодически, пускай я работаю в автобизнесе, напрямую я не связан с ремонтом, обслуживанием лодочных моторов, но среди моих друзей есть люди, которые владеют моторами, но не владеют руками. По дружбе, по знакомству обращаются обслужить их моторы. Я это выполняю. И сказать, что китайцы сделаны гораздо хуже, чем те же японцы, нет. И в японцах также присутствует брак. Они точно так же ломаются. Просто ломаются. И получается, что в моем мнении не стоит тратить бешеные бабки просто за то, что это бренд. Так же, как и в отношении масел. Вопрос, масла в редуктор тут вообще у меня просто рвет пукан нафиг. Когда масел специализированных, редукторных масел, будь то марка масла GL5, GL4, разница в том, что, как говорится, в компонентах противозадирных присадок между GL4 и GL5. Как бы это странно ни звучало, но GL4 можно лить абсолютно во все редуктора. При условии, что вы не будете заморачиваться на дорогие бренды, на безумно дорогие бренды. Как говорится, в наших условиях можно взять самое дешевое масло,
GL4 и залить в абсолютно любой редуктор лодочного мотора на сезон, даже при условии, что вы за сезон накатаете 100 моточасов, даже если 150, если у вас редуктор исправен, сальники герметичные, держат, не попадает влага в мотор, за 100 моточасов масло как таковое не выработает свой ресурс. А в конце каждого сезона, чтобы убедиться в том, что у вас держат прекрасно сальники, я рекомендую заменить масло и не заморачиваться на бренды, не тратить там кучу денег на те, там, в зависимости от редукции редуктора лодочного мотора. Ой, объем, грубо говоря, в маленьких моторах 250-240 грамм. Побольше, как говорится, 9,8, 9,9, редуктор 300 грамм, 340 до 400. И то не во всех моторах. И в чем проблема-то? 300 грамм масла. Даже если вы вдруг захотите взять хорошее брендованное автомобильное масло, как говорится, дорогое, стоимость масла в пределах 1000 рублей. Возьмите литр. При условии, что, я говорю, заправляется в большинстве случаев 340 грамм, вам этого литра хватит на 3 года. В итоге размазать масло на длительный срок. Замена масла, элементарно. Да, только пачкаются руки. Заменить масло в редукторе лодочного мотора, ну, испачкать руки. Потратить на это, 5-7 минут вашего драгоценного времени. Да, руки будут грязные, которые можно отмыть. И все. Один раз в сезон. И у вас будет редуктор жить долго и счастливо. А то, что, начинают гадить в отношении брендов лодочных моторов, Ханкай говно и прочее, как говорится, и называют Ханкал, то есть от слова первое начало названия бренда, и дальше какашка. Я не знаю, у людей, что ли, зависть прет, что люди берут новые моторы. И, ребята, вы поймите, что китайцы лезут на российский рынок не просто так. И все-таки качество с каждым годом лучше и лучше. Китайцы уже прекрасно поняли, что Россия, матушка, отчасти не все говно сливается сюда. Люди тоже умеют считать деньги и не хотят их лишние тратить. Даже не знаю, все топят за бренды. Говорю, как сказать? Тот же Володя Ильин. Классный мужик, мне он нравится. Прекрасно. А смотришь, у него брендов-то не осталось в личном пользовании. У него все китайцы. Одни китайцы в пользовании. Хороший чувак, классный. Как говорится, один из руководителей, не последний человек в прокатись. И он использует китайские моторы и не гнушается этим. Так в чем проблема? А в отношении маломощных моторов, для малых выходов, для накатки я говорю, не знаю, пускай, хорошо, берем, нашу навигацию у нас на Урале.
По сути. Я не заморачиваюсь в глубокую навигацию. Я не люблю холод находиться на воде. Да, зимой я согласен. Ты оделся, приоделся и пошел, блин. Все нормально. Летний период. Начало навигации. Апрель месяц. Ну хорошо, успеешь ты до закрытия нерестового запрета, успеешь пару раз выйти на воду. Сначала, так как у нас лед сходит, ну хорошо, пару раз ты выйдешь. До 5 июня у нас водоемы закрыты. И что у нас останется? Июнь, июль, август, сентябрь. 4 месяца. Хорошо, выходим на воду, я беру по себе, я не говорю за других. Максимум 4 раза в месяц. Пускай на световой день, на 10 часов, 40 часов в месяц, максимум. То есть и на 4 4 4 16, 160 часов в месяц я смогу максимально накатать на своем лодочном моторе. Не более того. Больше в любом случае я не смогу. Как говорится, до покупки китайского мотора я использовал ветерок 8М. По технике, ну, в принципе, нормальный мотор. Да, его проблемы в нем существуют, они присутствуют. Невозможность, блин, правильно отрегулировать и без удержания двигателя, чтобы он работал спокойно на холостом ходу. Это при заводской конструкции автомобиля. Ой, автомобиля, блин, все, заговорился. Разговор стекает на работу. Вот. Извиняюсь. Просто, я говорю, ветерок классный. Меня он ни разу на воде не подвел. Было один раз, блин, что-то попало в карбюратор, блин, перелило, залило. У меня захлебнулся он. Причем захлебнулся после отстоя. Как говорится, у меня постоял на месте, блин, и порыбачил. При сходе с места не смог сразу запуститься, залил свечи. Единственный случай, как говорится, был неисправность. Что-то попало под иглу в поплавок. Все. Выплыл на берег, почистил карбюратор. Все стало зашибись. Не вопрос. Единственный случай. В остальных случаях он меня ни разу на воде не подвел. Но что мне в нем не нравилось, это все-таки несоответствие заявленной мощности. Россия матушка, блин, ветерок 8М. На винте у него нету 8 сил. Сравнивали с китайцем. Идет так же, как, блин, шестерка. Без вопросов. Я говорю, блин, шумность. Слишком шумный. Заморачиваться конструктивно, переделывать его, ветерок, блин, да. Нужны хорошие средства, чтобы сделать из него хотя бы приближенного к китайцу. Хотя люди кричат, да нафиг эти китайцы не нужны, блин. Надо вот ветерок. Да, ветерок неубиваемый агрегат. За китайцем все-таки надо следить. Обслуживать и все прочее, все нюансы. Любой мотор без обслуживания, будь то брендовый, маломощные моторы, все загнутся нафиг, если его не обслуживать своевременно. Неважно. Ветерок, тот сволочь будет жить. Со своим диким расходом по бензину. По всему, блин. То есть, по сути, говорю, я Ханкай, да, блин, пускай я его не в полный газ, по-нормальному, под нагрузкой в 1/3 в бочке его можно катать. Обкатка в бочке, многие тоже, это не обкатка.
Ну, ребята, блин, с головой это является обкаткой. 11 часов наработки в бочке с, как говорится, с переменными нагрузками. Редуктор обкатался. То есть с редуктора сошла стружечка. Она в любом случае сойдет. Это не важно, чье производство. То есть брендовый, Тахатсу, Ямаха, блин. Мне притаскивали на замену масла, блин, Ямаху 9,9, блин, 15. Такая же самая история. После обкатки в редукторе присутствует стружка. Без разницы. Не знаю, блин. Вот особо разницы на данный момент между супербрендом, блин, и не брендом Китаем, блин, я особо не вижу. А если нет разницы, зачем платить больше? Я говорю, конечно, может быть, у кого-то карман денег, блин, деньги ляжку жгут. Они ему жить мешают, когда лежат в кармане. Надо на что-то потратить. Да ради бога, это дело ваше, я не лезу в ваш карман. Так вот вы не пытайтесь посмотреть в мой карман. Я для себя принял решение, да, я показываю вам то, как говорится, я живу. Мое хобби. YouTube — это мое хобби. Рыбалка — мое хобби. Я совмещаю эти две вещи. Канал на YouTube. Естественно, у меня есть Дзен, есть Рутуб. Но почему-то ни на Дзене, ни на Рутубе так сильно популярности нет. Все равно больше всего то ли русский человек так привык, что это все-таки YouTube. А в остальном, ну, ребята, кому не нравлюсь, да, пожалуйста, проходите мимо. Кому интересна моя жизнь вне работы. Работаю тоже много. Работаю в автосервисе. Я моторист-агрегатчик. Делаем всякие вещи. Ремонт автомобилей любой национальности. От мелкосрочного до капитального ремонта по агрегатам. Легко. И даже, блин, я говорю, не буду спрашивать национальность. Сейчас, в наше время, большая проблема с запчастями на автомобиле. Именно по моторке. Большая проблема. Сроки, качество запчастей. То, что есть в наличии, отчасти в большинстве случаев это отвратно. То есть эту качественные запчасти пропали, эту нишу пытаются заполнить всем, чем не попадя. Иной раз кое-какие запчасти просто не подходят к двигателям. То есть перед установкой доработать напильником. Вопросы остаются. Также и, я говорю, по лодочным моторам, по всему. Да, ребят, по элементарные вещи, по рыболовным снастям, по лескам, по плетенкам, по удилищам, то есть по всему есть вопросы. Со временем все это, надеюсь, нормализуется. И все будет у нас хорошо. Поэтому, друзья, кому интересен мой влог, как его видеоблог, подписываемся, ставим лайки, дизлайки, комментируем. Ребята, не стесняемся. Пока еще, как говорится, у меня канал не засранный выше крыши. Количество подписчиков не криминальное.
Я отвечаю... Так, дорога ужасная. Я отвечаю всем и вся. На все комменты. Так что, кому что-то не нравится, ну, можете пройти мимо, я не обижусь. У кого есть вопросы, задавайте. Отвечу всем. Не пройду мимо. А так, друзья, не забываем про пальцы вверх. Можно пальцы вниз. Кому я не понравился. Или то, как я веду себя. Всем добра. Удачи. Рыбалку любите. На рыбалку ходите.